Приветствую всех, друзья, с вами на связи таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. И сегодня вас ждет общий расклад Таро. Что происходит с мужчиной, который жрал вашу энергию? Ну или сосал вашу энергию, или сосал из вас силы? Что с ним сейчас? По таким мотивам о бывшем больше, да, и, давайте о токсичных отношениях или о отношениях, которые оставили в вашей судьбе, в вашей жизни или в вашем настоящем какой-то определенный след, который тяжело прожить или тяжело отпустить, и вы его воспринимаете как последствие чего-то, из чего хочется найти некий выход для себя, а может быть просто разобраться с этим, что это было и как теперь с этим быть в будущем. Я проведу для вас три таких, постараюсь, три коротких расклада, да, вы эти три расклада можете прослушать как единое целое, а можете выбрать, например, первый, третий, или второй, третий, или третий, первый, да, как-то так, да, то есть скомбинировать. Настройтесь на себя, на своего мужчину, и мы начнем с первого эпизода или варианта вашей судьбы, в котором вы можете найти или услышать свою историю. История номер 1. И тут ауспиция. Ауспиция – это предсказание или предзнаменовение по полетам птиц, да, и в древнем, по-моему, в Древней Греции, может быть, и в Древнем Риме, вообще-то римские карты, в общем, смотря с какой стороны летели птицы, да. Смотрите, вы вообще встретились волей судьбы больше, да, то есть это как предзнаменовение было, да. То есть ваша встреча, она произошла по воле высших сил. И птица сама по себе, или свобода, или полет, или птичий какой-то аспект, может быть, архетипы птицы, да, в ваших отношениях имели значение. Но по сути у меня такое ощущение, поток сейчас дает, что вы встретились как две судьбы, летящих друг навстречу другу, да. И эта встреча, она была предначертана вам, возможно, скорее всего, кто-то о ней говорил. То есть предсказывал вам, что ты встретишься, например, в полете, да, или в поездке. Но еще у меня такое идет сейчас, такое ощущение, что это была, скорее всего, первая ваша встреча, где вы еще были свободным партнером, свободной женщиной, да, вот так, да, то есть вы были, без отношений, да, вот как-то так. Ну и смотрите, здесь роскошь. Роскошь – это о статусе и о возможностях. Возможно, это был роскошный мужчина, да, а возможно, вы роскошная женщина. Может быть, это одно и то же было, да, и роскошный мужчина повстречался для роскошной женщины, да, именно но и условия совпадали, да, для вашей встречи. Судьба готовила условия как нельзя лучше, да, то есть это было в нужное время, в нужном месте больше, да. И, скорее всего, роскошь была или желанным неким, желанной целью, то есть вы хотели жить лучше, и стремились к этой роскоши, и, возможно, этот мужчина мог вам это потенциально дать в том аспекте роскоши, к которому вы действительно стремились. Скорее всего, это все-таки что-то материальное, да, то есть деньги, статус, богатство, да, то есть место жительства там и так далее, да, то есть стремление к роскоши было. Так, есть охотник, мужчина искал себе женщину, действительно, но он мог, конечно, искать себе роскошную женщину, но здесь охотник всегда мужская, да, такая тема. И вы стали жертвой, к сожалению, да, то есть, да, он нашел себе роскошную женщину, но в статусе жертвы. Это действительно как бы токсичное отношение. Может быть, вы, допустим, имели какой-то статус, и он в том числе искал этот статус, но он искал себе роскошную женщину в том аспекте, который его устраивал, да, то есть в том понимании, которое, жило в его осознанном мире, да, или вкладывалось в рамки его осознанности. Даже, возможно, этот мужчина и готов был драться за вас. В центре здесь у нас мужчина, в центре этой истории. Возможно, даже
Но учитывая то, что я говорю, что вы встретились как свободные люди, скорее всего, у него соперников не было. Да, то есть, учитывая то, что, скорее всего, никого не было. Но, может быть, он вас от кого-то отбил. Еще такое тут появляется, да, такая карта в этой истории. Но, возможно, он, скорее всего, вам казался изначально вот таким воином, который готов драться за вас, да, сражаться и завоевывать вас. У меня все-таки больше идет то, что вы были свободны, а не то, что он вас от кого-то отбил. Но если в вашей истории он действительно за вас сражался, то это так. Но он, знаете как, здесь он вас больше завоевал. Завоевал вас. Но вы же помните, что он охотник, а вы жертва. Вот этот тигр, да, может быть, это даже тигрица стала жертвой. И после того, как он вас покорил, гладиатора тобой, это идет конфликт, идет. Начались у вас конфликты после того, как он вас покорил именно, да. То есть до того, как он вас покорял, этих конфликтов, скорее всего, не было. А вот после уже пошли конфликты, потому что эта карта уже после, дальнее будущее, да. И император, он стал для вас самым главным, самым первым повелителем вашей судьбы, повелителем вашей реальности, повелителем вашего пространства. И стал диктатором. Любой император становится рано или поздно диктатором, и его власть, скатывается в нижние слои реальности, да, то есть туда, где правит, может быть, сатана, да, скорее всего. Но, тем не менее, он стал для вас жестким. Если в статусе охотника он еще не был императором, да, то вот после того, как он вас завоевал, покорил, перемиг, да, победил, он стал вот таким вот жестким, жестким или деспотичным даже, да. С точки зрения духа и высших сил, что это было между вами, да, вот в этой истории? Что это было между вами с точки зрения духа? Знаете, здесь Кефара – это какая-то все-таки муза, да, то есть что-то такое из области высшего. Знаете, кефары, они и на трагедиях, и на комедиях играли, да, то есть звук кефары можно было услышать. Давайте так скажем, это трагикомедия. По мнению высших сил, это и трагедия, и комедия одновременно. Согласны ли вы с этим? Вы можете написать в комментарии, но здесь такая история. Волей-неволей судьбы, а больше волей судьбы, чем какой-то вашей воли, и при еще большей воле и охоте мужчины за женщиной, женщиной роскошной, женщина могла искать роскошного мужчину и роскошь в своей жизни, в том числе и деньги, статус и так далее, вас завоевал и покорил мужчина, который стал для вас императором, и все это превратилось в трагикомедию. Где эта комедия, а где трагедия, можете сами себя обозначить, но это так. Окей. Куда сейчас ведут высшие силы этого мужчину? Но все-таки я хотел спросить, куда вас обоих, потому что здесь обоюдная встреча, мы сейчас спросим, да, куда обоих ведут высшие силы сейчас? Высшие силы вас ведут к Богу. Высшие силы вас и ведут к высшим силам, каждого своим путем. Есть такая премудрость, может быть, вы слышали, у каждого свой путь жизненный, у каждого свой путь к Богу. Богом вы можете для себя здесь понимать в этом контексте любое высшее «я» для вас. Поэтому после того, что произошло между вами, вас жизнь или судьба ведет к Богу.
Но и до того, как вы повстречались, вы и шли божественным путем. Поэтому, по сути, я вот здесь не ошибся, что это было Божье провидение. И как бы вы ни разошлись, и что бы ни происходило между вами сейчас, это все равно есть часть пути вас, ну, на пути к вашему Богу. Да? У каждого свой. То есть у вас он свой, а у него, у этого мужчины, свой. Видите, как сегодня прям полыхает свеча, да, черная. Ну, давайте теперь посмотрим, что по максимуму изначально, что по максимуму вы могли получить от этих отношений, на что вы могли рассчитывать. Вот мы проверяем роскошь, да, максимальное значение того, куда вы заходили, да, как оно могло проявиться, да, или в чем. Ну, здесь, к сожалению, выпадает блуд, да, ну, а блуд есть заблуждение или утопание души в низкочастотных вибрациях. Поэтому максимум, на что вы могли рассчитывать, это блуд во всех его пониманиях. Здесь и секс, и здесь разгульный образ жизни, без каких-либо социальных ответственностей. Да? То есть вот такое вот на букву «Б», ну и на букву «Б» блуд, да, блудить. Поэтому давайте так скажем, если речь идет не о сексе, да, то есть и не о букве «Б», в худшем ее понимании, то это заблуждение. То есть максимум, что вы могли получить от этих отношений, это ваша ошибка и заблуждение, усиление. То есть вы рассчитывали на одно, но вы в этом априори заблуждались. Почему? Потому что, ну, скорее всего, мужчина просто не дал вам того, чего мог, или того, что обещал. Ну, хотя, судя по всему, принадлежало ему достаточно много. Или он все-таки мог, но посмотрим, какие силы на него влияли. Хорошо. Изначально этот мужчина, он действительно хотел, чтобы было все хорошо. Как бы там ни сложилось потом, да? Изначально этот мужчина не мог хотеть того, чтобы было все хорошо. Инквизиция есть расправа над неугодными по вере, да, согласно вере, но вообще как бы изначально это от веры шло, а потом это превратилось в, ну, по сути, в тайную полицию, да, и в темные силы, да, то есть это расправа над неугодными под какими-то своими, ну, своими догмами, да, то есть, ну, изначально этот человек, он, ну, у него такой, как, он, его суть такая, да, то есть он инквизитор, ну, инквизитор это который вот ты не такой, как я, да, или ты не думаешь так, как я, да, тогда ты принадлежишь мне и будешь мучиться, да, а вот как ты будешь мучиться, я уже сам решу и придумаю тебе ту пытку, которая будет тебя мучить, да, и ты будешь в этой пытке страдать. Вот такой вот он. Окей. Хорошо. Искренняя или истинная причина конфликтов, которая была между вами. Истинная причина конфликтов, которая была между вами. Ой, ну здесь Вельзевул и нечистый. Сама по себе суть этого человека нечистая. И темные силы, которые были вокруг вас. Но прежде всего это его нечистая сторона. Но опять-таки Вельзевул это не черный демон, темный демон, да. Ой, демон нечисти, всей нечисти. Поэтому здесь могла быть суть вашего мужчины негативная. И негатив, который мог его окружать. То есть могла ли быть тут магия, да? К сожалению, могла. Потому что это один из демонов, да. Император. Что с этим человеком происходит сейчас? Что с тем мужчиной, который пил из вас энергию, жрал энергию, сосал энергию, да, как назовете, да. Но здесь больше у меня такое ощущение, что он не жрал энергию, не сосал энергию, не пил, а именно выжимал, выкручивал, да, вот как инквизиция, да, здесь какие-то веревки, да, идут, то есть он как бы выкручивал вам руки, да, держал вас в заложниках, почему-то такое идет. Опьянил, да, опаивал вас и
может быть, пьянил чувствами, да, и вот выкручивал. Ну, есть такие токсичные отношения, это за ними может прятаться что угодно, да, или они могут происходить на фоне чего угодно, от физического до психологического воздействия, да. Итак, что с ним происходит сейчас? Или что с ним стало? Ученик чернокнижника. Этот человек продолжает в том же духе, пока что. И мы сейчас посмотрим. Кефара здесь будет рассматриваться относительно него и относительно вас. В чем для него будет урок главный, и в чем для вас главный урок в этих отношениях. Уроки для вас и для него в этих отношениях. Урок для вас и урок для него. Ну, здесь для него еще могут быть последствия, да, ну и для вас как бы как последствия. Итак, для вас. Черная книга, то есть чернокнижие это есть как бы это такая магическая наука или магия, да, или темное знание, давайте так упростим максимально. Для вас наука, да, и для вас суть этой трагикомедии заключается в том, что вы прикоснулись к тайному, темному, и где-то вот эта инквизиция, это есть часть этого тайного, темного, и блуд этот, и вот эти все демоны, и этот ученик чернокнижника, да, то есть это какой-то получился у вас мужчина, он реально ученик чернокнижника, да, который вас поймал, да, условно говоря, и на пути к своему знанию, к своему Богу проделал с вами то, что проделал. А вы увидели, как это выглядит, и теперь вы стоите вот как бы на пороге, да, вот эта барышня тут стоит на пороге, обнаженная, да, такая перед чувствами, да, а за ней наблюдает этот человек. Он за вами еще до сих пор, кстати, и наблюдает этот человек. Не знаю, как визуально или с какой-то подключкой энергетической. Но вы теперь не знаете, что делать с этим знанием и использовать его в своей жизни или нет. Но смотрите, и у него путь к Богу, к светлому, к Создателю, и у вас одинаковый, по сути, да, как бы. Но вы идете разными путями. Поэтому в чем суть трагикомедии? Вы стоите до сих пор перед выбором, идти ли вам дальше в таком же ключе, как он. Решать, конечно, вам. И ваше решение вы можете написать в своем дневнике, можете написать в закрепленном комментарии. Ну, не в закрепленном, а в комментарии к этому видео. Суть для него этой, ну, того, что произошло, да, между вами. Ну, а здесь Меркурий. А Меркурий – это умение общаться и налаживать связь с высшими силами. Поэтому, ну, как бы этот человек не страдает, не пострадал, условно говоря. Может ли он еще пострадать? Ну, в перспективе, да, но все будет зависеть от того, как он учится, какой у него наставник, какие у него мотивы. Потому что чернокнижие не всегда это зло, да. Вам может казаться, что он с вами зло поступил, но для него и в его пути кармическом или в его отношениях с высшими силами, а здесь оно заложено априори, не обязательно с ним будет все плохо. По сути, в нем суть трагикомедии – это суть обучения. И где-то он совершал ошибки с вами, где-то он делал и хорошо, потому что не всегда было плохо вам с этим человеком. Он многому научился и будет учиться дальше, сделал свои выводы, но вас пока что еще не оставил, и вы у него на заметке, на кончике пера, и, возможно, еще вы будете как-то с этим человеком связаны и продолжите либо общение, либо обучение, либо ваши линии судьбы пересекутся. Вот такая вот история номер 1. А что вы думаете, друзья, по этому поводу? И на что это похоже? На какую историю это может быть похоже? Напишите мне тоже, если есть у вас такое желание. Движемся с вами дальше. Расклад, ну, как бы история номер 2, да? Сегодня таких 3 коротеньких истории. Ну, давайте смотреть. История номер 2 произошла где-то на улице, на базаре. Ну, может быть, где-то на каком-то собрании. Ну, больше это такое, как бы базар какой-то, да, то есть в толпе, да, среди людей. То есть встретились вы среди людей. Может, вас познакомили знакомые, может быть, пересеклись случайно в людном месте. То есть все начиналось в людном месте у вас, да. И априори в вашей истории номер 2
заложили в ваши отношения энергии большого количества людей. То есть много неизвестных, много составляющих и много факторов влияния было. Большое количество влияний, да, было на вас. Ну и это какое-то все равно вот именно людное место. Хорошо, дальше смотрим. Возможно, ваш мужчина поэт, может, вы поэтесса, но тут просто поэт, поэзия. Здесь все было романтичное изначально между вами. Может, писал вам стихи, может быть, вы чувствовали себя воодушевленно, да, может быть, этот человек, мужчина, вас вдохновлял на что-то, да, то есть вы, может быть, с ним себя почувствовали парящей, живущей, наполненной, да, захотели жить, может быть, даже пустились в блуд, да, тут над вами блуд, да. Может быть, пустились какие-то там во все тяжкие, например, тратили деньги друг на друга и так далее. То есть этот человек вас оторвал, приподнял от реальности, да, такой у вас был отрыв, вы потеряли немножко голову, да, поэзия. Хорошо, дальше идем. И опять, смотрите, пытка выпадает под инквизицию. Ну, ты смотри, охотник. Потом он вас поймал, условно говоря, и начал пытать. Представляете, как интересно, да? Под инквизицию падает. Не знаю, может быть, есть такое еще, есть такая пытка, да, щекоткой, например, да. А месье знает толк в извращениях. Здесь он поэт, а здесь он, инквизитор, да. Ну, пытка, да. Ну, или понимаете, кто тот, кто пытает, садист, да. Да, возможно, он вас изначально приподнял, да, вот, а потом резко, вот, как контрастный душ у вас, да, начались события, да, видите, как резко меняется. Ну, хорошо, дальше смотрим. Ой, здесь прям чума выпадает. Это беда, то есть ваши отношения из таких воздушных, восторженных каких-то, да, поднебесных чуть ли не, да, или поэтических превратились в пытку, в испытание и в чуму, в чуме подобное. Да, ну вот еще вчера он вам слагал какие-то оды, песни, да, и, может быть, и пляски, и дарил там на рынке подарки какие-то покупал, может, там изысканные вещи, может быть, там самые большие дыни или арбузы, да, или персики там, да, а потом началась пытка и чума. Может, назвал вас чумой, да, тоже может быть. Но вот такое, то есть беда произошло прямо диаметрально противоположное. Ну хорошо, дальше. А что идет дальше? И я вам скажу, опять в центре здесь пытка. И он до сих пор вас пытает еще. До сих пор. То есть идет это как испытание. То есть вы с ним еще пока не до конца развязаны. Если вы только не делали недавно отвязку, не смотрите пока. Не учитывайте эту карту, что вы к нему привязаны. Если вы сделали отвязку, возможно, у вас все пройдет. Хорошо, дальше идем, смотрим. Ой, ну здесь рабство, смотрите. Этот человек вас сделал просто заложником. Еще даже так скажу. Заложником своего мастерства, своей красоты, своей поэзии. Ну и этот человек может быть нарциссом. Здесь он может быть таковым, да. То есть он вас как бы не то что покорил или завоевал, как в первом случае, если вы не смотрели. Хотя посмотрите там, похоже, может быть, даже где-то быть. Но здесь более все резко произошло. Он вас, знаете, тут очень резко, быстро, то есть он вас так раз закрутил, поднял, ух, аж видите, как бывает, да, потом так гэп и об землю, да, об землю, в кандалы и в рабство. Прям настоящее рабство. Ну, вы стали рабыней, как говорится. Ну, была такая рабыня Изаура, может, кто в теме, да, кто в курсе. Вы стали рабыней из загорода, да, вот так. Ну, может быть, действительно, рабыней обстоятельств, да. Ну и последняя карта, да. Высшие силы. Здесь солнце. Вы как бы прозреваете. Или прозреете после всего, что произошло с вами. Но я вам так скажу, если вы сейчас пока что еще
заложница этого мужчины, вы освободитесь, вы найдете способ, путь освобождения, у вас будет все хорошо. А если вы уже делали там обряды, ритуалы по освобождению от него, у вас тоже будет все хорошо. То есть в конечном итоге у вас лично будет все хорошо. Будет ли хорошо с тем мужчиной, который, все это сделал с вами? Посмотрим. Здесь оно обоюдное тоже может, как и в первом случае. Там очень интересная история, поэтому гляньте. Если зашли на вторую по тайм-кодам. Хорошо. Как ваше окружение влияло на вас априори? Влияние окружения на ваши отношения. Леший девушка, окружение знало, что этот человек нечистый, и вам говорили, куда ты лезешь, это же леший. Да, то есть он... А вы не верили. Неизвестно, какими крыльями прикрываются демоны, светлыми или темными. У этого демона изначально были темные крылья, вы просто не замечали. Вы смотрели ему в глаза, разинув рот, да, и видели в нем ангела. Поэтому высшее, окружение предупреждало вас каким-то образом. Может быть, там это родители, знакомые, его, ваши там. То есть где-то вы загляделись в его волшебные глазки, да. Хорошо. Его поэзия. Это искренне было? Или это было сразу ложь? Была ли честность? Лень. Лень она есть. Но честности не было. Этот человек, возможно, изначально... он не может говорить правду. Не потому, что не может, а потому что не хочет. Ему лень говорить правду. Поэтому вряд ли была там правда изначально. То есть этот человек умеет так. Да, то есть, он по сути такой. По сути, он леший. И правду говорить ему просто лень. А что такое лень? Да, это отсутствие энергии на какие-то хорошие дела. И все. Этого достаточно, чтобы вы попали в зависимость от этого лешего. Как долго еще может продлиться эта пытка, если она не закончена? Или что может стать тем избавлением от этой пытки, которая, может быть, до сих пор вы ее проживаете, да? Давайте смотреть. Мистический круговорот. Это, кстати, последняя карта, по-моему. Одна из последних карт в этом оракуле. Я скажу так. Мир магии, мистики, эзотерики вас будет избавлять от этой пытки. Я сюда же добавляю всегда мир психологии, потому что мир психологии, магии, мистики точно 100% связаны. Если вам кто-то говорит, что психология отдельно, магия отдельно, мистика отдельно, никогда не верьте. Этот человек либо вами манипулирует, либо заблуждается. Магия, мистика, психология и наука в том числе. Это все части единого целого. Если вы не согласны со мной, напишите свое мнение в комментарии. Как вы видите все это. Но, тем не менее, выход у вас через мистику, магию и психологию. И наука здесь тоже может как-то поучаствовать. Возможно. Способ излечения от того, что с вами произошло чуть-чуть позже. Да? То есть, что потом? Чем восстанавливаться от чумы, той чумы, которая была между вами, да? Начинать новую жизнь с нуля и, может быть, даже сугубо для себя, с точки зрения эгоиста. Здесь дурак держит в руках деньги. Это говорит о том заблуждении этого юнца, что материальный мир первичен. Это и есть заблуждение здесь. Здесь и вообще. Поэтому где-то вы пойдете новым путем, он будет, может быть, изначально заточен на восстановление вашего здоровья, вашего финансового канала, поиска работы, создания бизнеса. Все это произойдет с нуля, а потом, когда вы получите вот этот фундамент, на котором вы сидите, вы начнете движение дальше, но ваши цели будут духовными. Еще раз, это духовные цели, они вот где-то здесь, поэтому посмотрите, может быть, первый расклад, но духовность цели – это что-то большее, нежели деньги и именно ваши цели. То есть вы будете расширять себя на социум и искать себя в социуме. Хорошо.
освободитесь ли вы наконец-то от рабства или от тех последствий, которые вам приходится либо сейчас переживать, либо вы уже пережили и вот только-только приходите в себя. Уриил ученый, да, и тут архангел, да, есть, и, да, вам придется учиться этому, но, скорее всего, и само обучение чему-то новому вас будет выводить из вот этого состояния, где вы были, ну вот, в том рабстве, в которое вас погрузил этот человек. Ну и теперь давайте посмотрим, что с ним стало сейчас, с тем человеком. Вот давайте посмотрим этот свет. Прольем свет на то, что происходит с ним, или что с ним стало, с тем человеком, который, ну, погрузил вас в чумовое рабство и производил над вами вот эти пытки, да. Ой, Авалон, губитель. Ну, смотрите, у этого человека очень высокий риск быть погубленным. То есть, если он еще жив, то риски того, что его погубит Авалон, губитель, очень высоки. То есть, этот человек рискует, ну, на мистическом даже уровне где-то перейти в мир загробный. Ну, вот так давайте назовем, да. Чтобы не сгущать краски, и YouTube не ругался, да, на нас с вами. Хорошо. Дальше идем. Расклад номер 3 или история номер 3. В раскладе номер 3 очень такая женщина женственная, да, утонченная, мягкая. Ну, давайте так, эталон женщины. И ваши энергии привлекают к себе всякие эталоны. Противоположность всегда тянется, да, или подобное к подобному, но в противоположном значении, в зеркальном отражении. Мужское. То есть вы привлекаете к себе грубого человека, грубых людей, таких вот, ну, давайте скажем, ну, мачо, но брутальных. То есть на раскладе женщина, которая притягивает к себе брутов, да, таких. Окей. Смотрите, здесь у нас уже был такой охотник, да, но он не брут. Он потом стал брутом, да, и ты брут. А здесь вот прямо инквизитор такой, да, потом он стал инквизитором. А здесь во втором раскладе у нас нарцисс, поэт, который стал чумовым садистом, за что и расквитается. А вот тут вот третий, да, ну давайте посмотрим, действительно он такой брутальный или нет. Тут вы привлекли к себе человека несвободного. Либо это человек с криминальным прошлым. Либо этот человек постоянно любит нарушать законы, правила, или действует против правил. Либо какой-то бунтарь, но он постоянно попадает в какие-то ситуации нелицеприятные. Может ли он быть брутальным при этом? Да, безусловно. Но обязательно ли он брутален? Не обязательно. Но, то есть вы все равно своей мягкостью притягиваете плохого мальчика, плохого парня или плохих парней, да. Бог Юпитер, знаете, это у вас идет по роду отца. Вы прорабатываете родовую программу, и для вас вот эти плохие парни, они имеют авторитет. Он должен быть такой брутальный, с бородой, такой, да, вот такой ла-ла-ла, ба-ла-ла-ла, такой весь, ну, гэр-гэр-гэр, да. Бог Юпитера, отец. Отец. И Богу так угодно. То есть, когда работает родовая программа по создателю, по творцу, у нас тут Бог заложен изначально, оно Богу угодно. И вся эта змейка, она про вас все равно от начала до конца. Поэтому высшие силы вас свели с этим человеком, и он начал создавать вам проблемы. А до этого вы жили в своей феминности, да, такой, и не парились. И вот он появляется, и у вас начинаются какие-то ограничения. То есть он создает вам проблемы. Здесь в чем проблема? Что вот этот вот Юпитер, Бог, он еще и заставляет вас, ну, себе поклоняться при этом. Будучи источником проблем, этот человек, создавая проблемы,
заставляет вас верить, что без него вы не сможете. Понимаете, в чем дело? Понимаете, да? Хорошо, дальше тогда посмотрим. Давайте посмотрим дальше. Ну и это все превратилось в театр. Прямо ваша жизнь превратилась в сплошное представление, сцену, где вы периодически начинаете спасать этого человека. У него трудности, ему тяжело, его надо спасать, его надо выручать, вы его спасаете, потому что вы мягкий человек, вы мягкая душа, да, то есть вы идете навстречу, и это по кругу. По кругу, Колизей-то круглый. Да, это разрушает вашу жизнь, но вы верите в то, что он Бог. Я вам так скажу, вы, этот мужчина, да, он, если еще не закончились ваши отношения, у меня такое ощущение, что нет, то он очень похож на вашего отца. Да, то есть он не архетип, и это не родовая программа, он даже визуально может быть похож. Причем вот он из огня да в пекло. Велет — это воин, да, он именно вот в первых рядах велеты шли всегда. Гоплиты, они уже дальше шли чуть-чуть, следующими рядами. Они уже более одетые. А этот только оправился от какой-то проблемы и в новую проблему сразу же. И опять же, он тянет вас за собой в эту проблему. То есть он, создавая проблемы, создает проблемы и вам создает проблемы. Вы его вытягиваете, и он сразу в новую проблему за собой тянет вас и опять, да, то есть все опять по кругу идет. Может ли этот человек быть военным, полицейским, на службе, на государственной службе? Да. Да. Может ли этот быть человек в театре или служителем каких-то высших сил? Да, может. Действует ли он из благих побуждений? Скорее, да. Врет ли он вам? Скорее, нет. Почему так? Юпитер. Родовая программа отца, и Богу так угодно. Ну и давайте еще посмотрим. Ну и весталки – это служительницы Весты. Весталки, они давали обет до 30 лет поддерживать огонь и очаг. О чем это? Вы настолько ему верите, этому человеку, как женщина, что готовы его поддерживать еще 30 лет. Ну, то есть достаточно долго. И не собираетесь покидать этот храм Юпитера, будучи там, себя чувствующей там богиней Вестой. Это о чем? Ну, как минимум, у вас в этом раскладе еще пока что как будто бы нету осознанного понимания, готовы ли вы выходить из этих отношений. И хорошо это или плохо для вас, мне непонятно. Потому что расклад здесь и поток, он относительно гармоничный. И да, тут ну, есть вот карцер, да. Но страдает больше мужчина. Например, напившись, к примеру, этот человек попадает в какие-то неприятности. А может быть, он абсолютно трезвый попадает в эти неприятности. Может, он настолько брутален, да? Он здесь может быть как интеллигентный, так и брутальный одновременно. На секундочку. И непонятно, может быть, это ваша карма? Может быть, действительно вам так и надо, да? То есть, ну, надо так жить и продолжать, и в этом ничего плохого нет. И вы сейчас задумайтесь, поставьте на паузу, и как вы считаете, а надо оно вам или нет? А мы посмотрим следующий слой, а что осталось и вообще, что нам скажет черная книга, да, или темная книга в вашей конкретной ситуации номер 3. Может, действительно вам нужно продолжать это для того, чтобы что? А чтобы что? Ну, посмотрим, может, из потока что-то и выйдет. Давайте посмотрим, какой он видит вас сегодня, сейчас, в тех условиях, которые сложились
в ваших отношениях, и что бы у вас там ни произошло, все равно, какой он вас видит. Он вас видит слабой, а себя видит спасителем. Не знаю, как спаситель может попадать в разные bullshit истории, да, или в разные факапы, но он вас видит слабой, но он видит вас еще и спасающей. Михаил Артистратих – это спаситель от всех темных сил. С одной стороны, да, вы его спасаете, но я же говорил об этом. Но все равно он видит вас слабой, который, то есть он как будто бы вас видит тем человеком, который его спасает, да, он понимает, что вы его спасаете, но при этом, будучи для вас Юпитером, каким-то образом спасает вас. Да, здесь может быть взаимозависимые отношения. Вот эти отношения могут быть взаимозависимыми. И тогда вы, как весталка, не можете выйти из этого храма. Ну, тогда логично, да. То есть здесь где-то взаимно. Вы спасаете его, он вас. И я ни разу не сказал, что вам это надоело. Я даже задал вопрос, а нужно ли вам отсюда выходить, на секундочку, да. Не такой уж он и токсичный, да. Давайте проверим этот карцер и спросим, просто зададим вопрос. Почему он попадает в ловушки? Постоянно этот человек. Здесь половое начало. Этот человек слаб на испытания сексуальными соблазнениями. Почему так? Ну, его что-то искушает. То есть он искушенный. И может это секс, а может это просто темное искушение. Да? Там, искушение сатаной, например, дьяволом. Да? Окей? Юпитер. Действительно ли этот мужчина для вас Юпитер? А если Юпитер, то в каком он образе, да? Или в каком он формате для вас Юпитер? Он ваш владыка, царь и господин. Так что тут все четко выпадает. И видите, Юпитер – это главный бог был в пантеоне богов, да, у греков, ну, там, да, и у римлян, возможно, я уже не буду утверждать, но у греков точно, да. Но он же есть и царь, да. И как и подобен императору, царь одно и то же. По сути, такой же он Юпитер, да. Поэтому, возможно, вам и нужно служить этому человеку. Но если вы вдруг разошлись, тогда, возможно, вы понимаете, после того, как вы разошлись, каким образом вы можете своей феминностью, да, можете управлять, спасать, может быть, не только себя, но и других, подобных себе или подобных ему. На каком театре вы сейчас? В каком театре отношений вы сейчас? Интересно, да, спросить. Ненасытность. Вы не остановились. То, что продолжалось между вами, оно пока что продолжается. И оно еще не закончилось. Вам друг друга не хватает. Хорошо это или плохо напишите. Карта достаточно сложная, и вы не можете остановить этот театр. Это, знаете, как остановите карусель или остановите землю, я сойду. Я так устал от жизни бренной, покой и найду я во вселенной, устал в земном аду, да. Нет. Здесь вы на театре без остановки, нон-стоп. Почему? Потому что, скорее всего, он имеет власть, а половое влечение является для вас карцером, да, или ловушкой некой. Но у меня нету пока какого-то осадка от этих отношений, хотя в вашем случае они могут быть достаточно тяжелыми здесь. Но они гораздо легче, чем первые два варианта, намного попроще. На острие какой атаки он сейчас? Ну, здесь Асмодей Мститель. Либо он хочет кому-то отомстить, а он, скорее всего, кому-то пытается отомстить. Либо он отбивается от мстителей.
которые хотят мстить ему. То есть тут нужно понимать. И по сути он на острие атаки мести. И он отбивается от тех, кто мстит ему и пытается отмстить кому-то. То есть борется с кем-то. Жив ли он? Скорее да. В этом случае. Вот здесь второй вариант. Очень высок риск того, что этого человека нету в этом мире. Риск есть. Весталки. Помогать ли ему вам или нет? Вам ему. Вам нужно ему помогать или нет? Разумное начало. Карты говорят решать вам. Именно вам и никому, кроме вас. Здесь барышня, ну, понимаете, там она держит меч, а голова отсечена. Я бы сказал по картам, что нет. Но опять-таки меч в руках барышни, то есть в ваших руках, и решение здесь за вами. Вам совет от карт Таро сегодня для любого расклада. Варахеил помощник. Вам нужен помощник. Помощник, который был бы действительно с белыми крыльями, а не с темными. Здесь в этой колоде есть и темные ангелы, и светлые. Поэтому давайте так скажу. Прежде чем что-то делать, либо укрепите свою защиту, либо помогите. Либо призовите ангела-хранителя, либо поговорите со своим ангелом-хранителем, даст ли он вам те силы, чтобы делать то, что вы задумали. А вот почему вы на этом раскладе? А вот потому, что Люцифер Светоносец с вами сегодня говорил через эти карти Таро. Світла вам та вашому всесвітові. Лишайтесь на зв'язку. Побачимось, почуємось. До зустрічі. Па-па.